Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение гипергидроза. Виды, признаки, диагностика и методы лечения повышенного потоотделения. От чрезмерной потливости страдает примерно от 5 до 15% населения Земли. Такое состояние не считается опасной болезнью, но причиняет человеку массу неудобств. Поэтому многие интересуются, существует ли вообще лечение гипергидроза и можно ли избавиться от этой неприятной проблемы. Причина гипергидроза и чем опасен. Вообще человеку свойственно потеть. Это нормальная физиологическая реакция организма, природная защита от перегрева. Даже при обычной комнатной температуре все потовые железы выделяют около 500 мл пота в сутки. В жару, во время болезни с высокой температурой или при сильных физических нагрузках это количество увеличивается в разы. И также избыточное потоотделение возникает рефлекторно при сильной боли, употреблении горячих блюд, стрессе и нервном перенапряжении. Ношение синтетической одежды и нахождение в душном помещении также стимулирует чрезмерную работу потовых желез. Но иногда количество выделяемой жидкости настолько велико, что человек постоянно испытывает дискомфорт. Эта патология или особенность организма не несет никакой опасности для здоровья. Однако неприятный запах пота, от которого сложно избавиться, часто способствует появлению заниженной самооценки, неуверенности в своих силах, желания избегать общества. Подобное состояние приводит ко многим психологическим проблемам, накладывает на человека определенные ограничения, из-за чего он просто не может вести полноценный образ жизни. Причины повышенного потоотделения возможно разные. Сбои в работе эндокринной системы, болезни сердца или почек, патологии центральной нервной системы, серьезные инфекции, СПИД, туберкулез, сепсис, онкология, генетическая предрасположенность, как побочный эффект при приеме наркотиков, отравление. Гипергидроз подмышек, головы и других частей тела чаще всего возникает по причине тонких нейроэндокринных нарушений, которые абсолютно не зависят от температурного воздействия на организм. Чрезмерная симпатическая активность формирует порочный круг. Потливость увеличивает охлаждение кожи, из-за чего кровь с повышенной интенсивностью приливает к этим участкам. И все начинается сначала. Симптомы и диагностика заболевания. Человек поначалу может не обращать внимания на проблему, но со временем замечает, что она мешает ему нормально жить. Главные симптомы. Постоянное и обильное потоотделение в конкретных частях тела, раздражение и размягчение кожных покровов, нервозность, присоединение грибковых заболеваний. Для поиска первопричины необходимо пройти полное обследование, а также посетить многих врачей-специалистов. Если конкретного фактора не обнаружено, пациенту ставят диагноз первичный гипергидроз. Виды и степени потливости. По месту возникновения патология бывает локальной, местной, например, гипергидроз стоп, ладоней или подмышек, генерализированной, общей, потливость всего тела. И также выделяют виды потливости по причине возникновения. Первичная – избыточное потоотделение без каких-либо видимых факторов. Вторичная – как признак определенного заболевания. После выздоровления все встает на свои места. В зависимости от периодичности проявления симптомов патологию разделяют на такие категории. Сезонную – только летом или в другое определенное время года. Постоянную – проявляется в любом месте и при разных обстоятельствах. Интермиттирующую – периодически обостряющуюся. Степень потливости также может быть разной – легкой, практически не доставляющей дискомфорта, средней и тяжелой, создающей серьезные проблемы в процессе общения с другими людьми из-за специфического запаха и постоянно мокрой одежды. Методы лечения повышенного потоотделения. Поначалу можно испробовать простые способы устранения проблемы в домашних условиях. Свести к минимуму употребление горячей, острой, жирной пищи, лука и чеснока. Отказаться от курения. Чаще принимать теплый или контрастный душ. Отдавать предпочтение натуральной одежде, постоянно менять носки, колготки. Подкладывать в обувь специальные стельки с антибактериальным эффектом.
Протирать проблемные участки отваром коры дуба, содовым раствором, квасцами, присыпать тальком. Если эти методы не помогают, есть смысл задуматься о более серьезных методах лечения. Народные средства. Попробовать избавиться от повышенной потливости можно и с помощью народных средств. Ванночки из ромашки. 7 столовых ложек сырья залить 2 литрами кипятка. Настоять. Устраивать процедуры по 45 минут перед сном. Утром проблемные места присыпать тальком. Прием настоя шалфея и крапивы. Взять по 2 столовые ложки каждого растения, залить 2 стаканами кипятка. Пить ароматный чай по 4 раза в сутки не менее 4 недель. Отвар березовых почек. Поместить в сотейник 3 столовые ложки почек и столько же измельченных ореховых листьев. Залить 500 мл воды. Варить 4 минуты. Настаивать 24 часа. Протирать проблемные участки. Но в фаворитах народного целительства остается отвар коры дуба, который используют для протираний или компрессов. И также рекомендуется больше проводить времени на морском побережье, употреблять меньше сладостей и жирной пищи, стараться не нервничать, избегать стрессовых ситуаций. Инвазивные методы лечения. Из инвазивных методик можно выделить следующие. Лечение лазером, удаление потовых желез лазерным лучом. Кюретаж. Хирургическая операция по удалению желез с помощью специального приспособления кюретки. Липосакция. Откачивание лишнего жира вакуумом, за счет чего нарушается соединение желез с нервными окончаниями. Симпатэктомия. Операция, главной целью которой является прерывание нервного импульса, стимулирующего деятельность желез. Аденотомия. Частичное удаление жировой клетчатки вместе с железами, вырабатывающими пот. Представленные методы высокоэффективны, но их можно использовать далеко не во всех случаях, так как многие из них имеют длинные списки противопоказаний. И также стоит упомянуть, что никто не отменял возникновение побочных эффектов и рецидивов. После хирургического вмешательства почти всегда остаются шрамы и рубцы, которые портят внешнюю привлекательность. Подобные изъяны придется удалять, что обойдется весьма недешево. Поэтому сначала стоит попробовать бороться с проблемой консервативными методами, а если они не помогут, прибегать к более серьезным способам. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.